सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी Приехали в какой-то другой штат на юге от Гоа. Едем дальше. Собственник машины сегодня нам прислал сообщение, что нужно заехать на станцию проверки выбросов выхлопных газов, сделать тест и получить новую бумажку. Сейчас заехали. Какой-то паяльник у них, сейчас они его засунут, я думаю, в выхлопную трубу, проверят. То есть машина, которую мы взяли, у нее закончилась там какая-то вот эта проверка очередная, и нам пришлось это делать. Ой, вон какой смерч, ни хрена себе. Прошли тест, сказали, все нормально, но она даже не мерила ничего, не знаю как так. Автоматически что ли? Вся дорога у нас в основном через эту платную проходит. Она здесь вот от Мумбаи начинается, может быть и выше идет, мы там не были сверху. От Мумбаи и прям вот вниз. Хорошая дорога. Примерно 2000 рупий стоит до юга доехать, примерно 2000 рублей. И у нас вот такой здесь есть Fast Tag. Здесь очень нужно внимательно вести машину, потому что можно отвлечься и сбить корову. Они тут прям ходят по дорогам, периодически прям по разделительным, между рядов. И очень нужно быть внимательным. Река широченная, как будто какая-то Ока или Волга, прям очень широкая. Приехали в такое место, ресторан Затар. Мы в Ереване любим Затар, там ливанская кухня. Здесь, наверное, тоже ливанская, сейчас узнаем. Еще из примечательного то, что в Индии есть помещения, которые не оборудованы кондиционерами, так же, как и гостиничные номера. А есть те, которые оборудованы. Здесь жарень и работают вот такие вентиляторы. Мы сначала сели сюда, а потом я увидел, что вот есть такое еще помещение. И мы потом сюда пересели. Здесь совершенно другая температура и довольно более комфортно.
Приехали в такой классный город. Название вставлю в описание. Не знаю, как называется, честно говоря. Не успел. Какая? Удунья? Что-то вроде Удуньи. Классный город такой. Здесь все есть. У них основное. Все, что нужно. Макдональдс есть. Бургер Кинг, Пицца Хат. Рок Кафе. Рафаэль, привет. Есть Levi's, American Tourister, все, что вот мы увидели вот на сегодняшний момент, пока проехали по буквально 3 улицам. Какой-то такой прям современный город, как будто его только построили недавно. Вообще в Индии много городов, которые, кажется, что только недавно построили, и как будто здесь прям вот хоп, и все стало хорошо, и начали все везде строить. Очень все облагорожено. Нам вот туда нужно, на букву М, на 2-й этаж. Я напомню, что Биг Мак здесь не поесть в Индии, потому что здесь только с курицей еда. Хотя в Гоа говядину давали, может быть и здесь говядина будет. В каких-то штатах, может быть, одно меню в Макдональдс, какое-то другое, в каких-то других. Господи. Какой-то Макдональдс, я даже не пойму, за стеклом половина тут. Как тут вступать-то нужно? Рональд сидит. Все хорошо. Сейчас просто хочу показать ассортимент напитков. Что бывает? Фанта со сливками сверху. Где-то еще я видел, короче, с масала есть кофе, есть пепси с масала. Что-то сейчас нету. В Индии стаканчики не вставляют в эти вот коробки бумажные, в которые яйца кладут с такого же материала. Такие бывают 2,4, а вот тут дают вот такие штучки. Хоп, взял так вот и одним пальцем может нести. Довольно удобно. И я думаю, что экономия бумаги, а здесь очень сильно сейчас борется с полиэтиленом. Здесь все в бумажных упаковках, и плюс вот эта вот штучка тут, 2 листика А4 бумажных, наверное, мне кажется, что меньше, чем вот эта вот коробка для яиц. Очень красиво здесь все предупредительные надписи изображают на грузовиках и прочем. Остановились, купили такое мороженое, манго и сорбет. 20 рупий стоит. Такая вот. Интересно, сейчас попробую. Внутри немножко мороженого, снаружи замерзший манговый сок. Очень вкусно. Че Гевару хоронят, ребят. Автобус без стекол. Бывает даже без лобовых стекол. Но без боковых это стандарт вообще. Что ты хочешь купить? А вот это не хочешь, с которого сок давили? Я не знаю, какого есть. Резки есть просто, мне кажется. Чем ты будешь? А мужчины ходят в юбках тут. Таких. Хороший такой магазин, все есть. Вот даже салфетки есть. А нет, это какое-то мыло, что ли. Все есть тут чистящее. Зубная паста. Бананы прям вот так вот растут. Прям с палках отрывают. Ты маленький взяла, Ир? Или какие? Enough. Ребята несут груз на голове. И специально веревкой перевязали, чтобы не надо было держать. Вот еще одни идут тоже так.
Удобно, часть в рюкзак положил, часть на голову. Как я. Будем есть курицу с рисом сейчас вот. Вот здесь можно мыть руки. Вот здесь раковина, сказали, можно здесь руки помыть. Черпаешь там воду и здесь моешь. Вот, и здесь готовят еду. Так, хоп. И потом из таких плошек ешь ее. Так, всё. Наггетсы какие-то. Тут поедим, да, Ир? Какие тут блины еще такие вот ребята едят. В них макают мясо, все, курицу. Ладно, сейчас. Господи, сели на лавочку, Ир как придумает, говорит, давай здесь поедим. Давай. На самом деле, как бы внешне так непривычно все выглядит, довольно трешово, но вкусная еда, очень хороший рис. Вот этот блин интересный очень. И мясо, курица очень тоже классно пожарено, хорошо. Мягкое все. Рис попробую, да. А еще над головой кружат какие-то твари и очень громко крякают. Не знаю, кто это, какие-то кондоры, орлы, в общем, какие-то падальщики. Нам принесли вот такие вот бумажки для записи А4, чтобы вытереть рот. И очень символично мы едим курицу, здесь куриная еда насыпана из зубочистки. Очень классное оформление. Они готовят более 100 лет в этом шалаше, на этом оборудовании, на одном и том же масле. Более 100 лет. И дед их это делал, и прадед. И это просто каста курицежаров, и рисоваров, и блиноделов. У них добрые просветленные лица. Они делают это с душой. Сюда ходят местные жители. И такие места стационарные, они пользуются уважением у местных, потому что в них никто никогда не травился. То есть как раз это более трушные, достоверные места, чем все остальное, потому что им доверяют, к ним приходят. Более 100 лет это место существует. Я почти в этом уверен. Сейчас будет очень крутой момент. Мы тут еще раз остановились. Сейчас, смотрите, сейчас будет вообще класс. Просто бомба. Смотрите. Это очень круто. Не знаю. У этих мужиков самая вкусная еда. Потому что они готовят все с пылу с жару. Все просто, по-простому, по-простецки. Очень вкусно. Окей. Сейчас. Дали нам блины сырые. Раз, блин. Thank you. Даниват. Даниват. Классная такая кафешка придорожная. Остановились прям. Кайфуем. Сыры. Все тут едят. Блины вот эти. Вкусный блин. К нам подсел парень. Уточнить, откуда мы чего. Тоже классный парень. Хороший. В общем, нам еще часа 4 и будем на месте. В этот раз долгий у нас переезд, перелет, переход. Долго ездим, дорогу все ремонтируют, везде пробки, сужения. Как будто бы по Сущевскому валу едем, когда его строили, там, как там в начале 2000-х. Ужас. Заправки BP в Индии — это полное разочарование. Международные карты они не принимают. Пришлось платить наличными. Хотя в каждой подворотне карту принимают, в принципе. И магазинчик маленький, там только 2 бутылки сока стоит. Туалета нет. В общем, так себе.
Приехали в Кочи, штат Керала. И сейчас будем заселяться в отель. Уже чувак предлагает нам, вот стоит колесница Ганеш, чувак предлагает нам рикшу. Такой красивый отель. Не он? А это не наш отель. А это музей? А, это чей-то дом. Господи. А я прям подпёрлась, прям дом. Нет, это не наш отель. А где наш отель? Вот это? Нашли в такое место, называется арт-кафе Каши в городе Кочи. Такое неплохое место, правда жарко тут очень. Вентилятор эти что-то не спасают сегодня, прям схожу с ума от жары. Ну, так классно, прикольно. Мы находимся в городе Кочи, 1,5 миллиона человек. От одного места, как мы въехали в город, до другого места мы ехали почти 3 часа. Огромный какой-то город. Колесница Ганеша припаркована. Сейчас еще время-то. Сейчас 7:30 вечера. И плюс 29 градусов, здесь ужасная влажность. Везде такое чувство, что либо, короче, прям очень влажно, очень отовсюду капает от кондиционеров, все поверхности как будто мокрые. И ты тоже сам, когда только выходишь, становишься мокрым сразу же моментально. Мы немножко посидели несколько часов в номере с кондиционером, поделали дела. Сейчас вышли прогуляться, на набережную классно. Ой, как на Северном проспекте подкидывают эти штучки. Классно как. Господи. Ребят, как на Северном проспекте. Ой, как классно. Полетел. Ой, Ир, там ряженые индусы. Как Парк Победы в Ереване, Ир подсказывает место. Очень хорошее место. Незатейливые игрушки детские. Маленькие такие газировочки классные. Ой, концерт, Ир. На улице везде пахнет то ли рыбой, то ли плесенью. Не могу понять. Такой все время очень неприятный запах. Пойдем туда, подожди. Thank you.
концерт на грани испанского стыда. Последний раз такие ощущения мы испытывали в ереванском клубе Ари на стендапе. Мороженое продают везде. Какие-то штучки-дрючки. Набережная. Ой, какая там, смотри, штука, какой-то паук, что ли, из сетей. Сети. Место не супер туристическое, мы здесь бледнолицые, как серые вороны выглядим. В основном это место... О, господи, Ир, смотри. Это очень круто, да? Корабль и благовоние в одном. Ой. Это патроны для кошек. Ой, змеи. Надеюсь, мы только таких змей в Индии видим, больше никаких других. Продолжаем идти дальше. Рисунок вперед, пожалуйста, мы в Индии. Пройдем по этой набережной, а потом пойдем по городу гулять. Я думаю, тут на набережной достаточно контента. Ой, парень, очень мешает. Ну-ка. Главное, чтобы от меня не улетел его снаряд. Ого. Пойдем дальше. Я думал, что это телевидение, а это просто у ребят камера такая, как в фильме «Волчья яма». Они просто отняли у кого-то, у туристов, и, которые 30 лет назад сюда приехали, до сих пор ей пользуются. А чего? Хорошие камеры. Хорошие камеры. А это что, тоже весы? Вот тоже весы. Можно взвеситься за 2 рупия. 2 рупия, 2 рубля. В Ереване дороже. И, кстати говоря, да. И, кстати говоря, здесь... о, какие крючки. Керал, какие крючки хорошие. Very nice. Handmade? Может, имя твое там сделать. Интересное. Very nice, thank you. Что зэки делают сейчас? Сегодня я обнаружил то, что в Индии бесконтактную оплату у карт банковских тоже называют Wi-Fi. Я думал, так эта фишка чисто армянская, но в Индии то же самое. Я теперь думаю, может быть, я что-то неправильно знаю об этом. По-моему, PayPass называется, но, возможно, это все-таки Wi-Fi, правильно говорить. Не знаю, буду уточнять. Ой, какие штуки, как в Кинзадзе в фильме, посмотри. Летательные аппараты. Это старые батискафы. Древние люди в них спускались ловить раков. Я не знаю, что это такое. Какие-то, штуки индустриальные. Похоже, знаешь, на что? Это теплообменник большой. В нем... Это какие-то портовые сооружения? Это, мне кажется, что это какие-то теплообменники. Там внутри трубы. И какой-то теплообменник. И это теплообменники старые. Какой самый теплообменник? А? Это, видишь, стальные бойлеры, которые использовались в сухих портах. Паровые бойлеры. Паровые бойлеры. Окей. Интересно, да, какие паровые бойлеры? Хорошее место, мне нравится, интересно. Очень красиво. Купили рябодок. Очень красиво. Еще что-нибудь купим? Еще что-нибудь купим. Классная улица такая, набережная. Очень благоустроенная.
Народ, правда, много, но здесь потому что 1,5 миллиона в городе живет. Вот и продают ананасики. Сразу же режут свежие. И у чувака такие перчаточки сделаны на пальчничке. How much? 20? 20 рупий. Хочешь? Попробуем взять сейчас. Раз в перчатках работает, то... Из интересного. Вот это все посыпано перцем. Пить чили перцем. Из той бутылки. Потому что you like chili, pineapple with chili. You like? Yes, it's good. И еще? Манго с чили. Окей. И еще интересно, что вот это 5 рупий все. Вот эта монета выглядит, как будто 2 слиплись. Я пытался их оторвать, потому что думал, что их тут 2, тут 10 рупий, оказалось, что это такая одна монетка. Тоже прикольно. Thank you. Вот про такую штуку моя мама говорила, что я в детстве хотел. Классная набережная. У меня была такая. Может, что, где-то есть, не знаю. Из интересных моментов здесь меня не впечатлили огурцы и помидоры, ничего особенного. Совершенно обычные такие прям, ну, как зимой в Москве можно купить. Апельсиновый сок тоже слабоватый, какой-то водянистый. Вроде и сладкий, вроде вкуса нет. И мы не понимаем до конца, его делают из мандарина либо из апельсинов. Но вот это, кстати, символизирует что? Ну, вот так вот проверить. Думаешь? Да. Память о тех, кого ты сжег, и я... Арбузы и что мы пробовали еще? Арбузы. Папайя. Арбузы папайи тоже не впечатлили, ничего особенного. Почти безвкусные какие-то, как невкусная дыня. Но ананасы выше всяких похвал. Я такой ананас ел один раз в жизни, когда я был маленьким, папа привозил из Африки, из командировки. Больше я таких сладких не встречал ананас. Сейчас мы их снова встретили. Очень приятно. Прям реально прям просто очень вкусный. Поэтому если пить сок, то здесь можно его либо делать ананасовый, либо просить микс ананас-яблок. Чуть будет покислее. Яблоки тоже вкусные. А и манго, да. Ну, манго всегда вкусный. Манго сладкая штука сама по себе. Такой здесь стрит-арт. Вообще в Индии все стены почти разрисованы. Немножко наивные мотивы такие, но очень красиво все равно. Господи, я видел такие лампы у нас в Шенгавите продавали, но я не знал, что это настолько красиво, надо купить домой. Встретили ребята, они тут рисуют. Ребята сказали, что вот у них магазинчик тут напротив, они открывают, и просто это их инициатива, они решили вот эту стену, которая была супер грязная, вот такая вот вся засранная, там полуразвалившаяся в плесени, вот они решили просто сделать красиво здесь, вот поэтому сейчас рисуют. Ну, классно. Здесь очень много таких мест, очень много таких стен. Guys, wall was like this before you start? Yes. Нихера себе. Вот стена вот такая была. Сейчас, не знаю, покажет. Вот. Вся темная, в плесени. Темнющая. И вот сейчас стало такое. Классно. Молодцы. Вот такие вот тут все стены, которые не ухоженные. Вот во что превращаются. Климат и время берут свое. И вот если такие стены, если за ними следят. То есть здесь, конечно, содержание недвижимости требует дополнительных вливаний, мне кажется, постоянно. Надо скребать, красить. Вон что происходит. Это так состаривает, да, и кажется, что тут 1000 лет этому всему. Я думаю, что это за несколько лет так происходит. Нет, это старый район. В старющем мы районе в каком-то ходим. Классно, в хорошем таком. Брусчатка везде.
старые дома. Архитектура интересная. Вот еще тут тоже у них на стене такое в защиту от мусора мурал нарисован. Хай. Какое-то место интересное нашли с каким-то интересным, классно так в старом здании сделано. Такой ресторан, кафе, какая-то галерея. Тут много галерей всяких разных. А? Да. Вообще это арт-квартал, где мы сейчас остановились на эту ночь. Нашли колодец, как в фильме «Звонок». Я не буду внутрь заглядывать, но, вероятно, оттуда девочка с мокрыми волосами выйдет. Очень красивый интерьер, очень классные вообще места в Индии есть, на удивление. Такие очень современные, актуальные и очень красивые. И сейчас туда пойдем, на ту улицу надо. И такие не под копирку сделаны, очень интересные. Ну. На улице очень жарко, солнце село, уже ночь практически, а легче не становится, дышать очень прям жарко, я весь мокрый насквозь, лоб мокрый тоже. В Гоа не так жарко, в Гоа было прохладно вечером, прям вот даже можно было что-то уже накинуть, а здесь в Кочи жуткая жара. Нашли магазин рубашек хороший, 1500 рублей стоит. Очень много этих мотороллеров ездит. И даже электрорикши бывают, я видел. Сколько их набилось много. Мотороллеры 5 человек. В магазине продают вот такие вот пюрешки. Там густое такое вот. Не знаю, куда добавлять, может мороженое или какие-то вместо варенья есть. Прям густота. Вот, например, мякоть кокоса. Представляете? Классно как. Чуть раньше я сказал, что самый красивый здесь церковь с крестами. Вот. Какая красота, как мило украшено. Вот там справа Merry Christmas у них написано. Какой-то шатер, видимо. Что-то тут происходило, какое-то мероприятие. Вот очень красиво, классно, прям. Очень. Здесь так лаконично, да, Ир, прям сдержанно. А мы видели прям все в гирляндах. Все в гирляндах. Тоже интересно очень. Святая Магдалина и в общем, это Святая Магдалина и ребята. И все это в таком в цветке, как бы. Классно, очень красиво. Собака отдыхает, а мы пойдем поедим. Мы в тибетской кафешке в такой. Сейчас будем есть момы. Это прародитель хинкали. Тибетская еда. Самая такая распространенная. Такой завертыш из теста. И в него кладут разную начинку. Мы заказали с картошкой и с сыром и с какой-то веганский с сыром. Если он сыр везде добавить, чтобы было вкуснее. Мясо что-то неохота в такую жару есть, честно говоря, да? Еще интересно, что у них такие в магазинах дают пакетики, как вот для строительного мусора материал. Типа многоразовая сумка. Здесь вообще очень нет одноразовых пакетов. Все многоразовые сумочки.
Это цветок зуба. Фу, какая гадость. Стрёмно выглядит. Как будто чья-то пасть раскрытая. В Индии много плесени, к сожалению. Влажный воздух, она на заборах, она на домах. И, как я уже говорил, требуется красить все тут, облагораживать. В принципе, в воздухе витает запах плесени в помещениях. Такой запах, как будто кондиционер плохо давно не чистили. Но вот здесь встречается часто, мы уже к нему привыкли. Но это такой, можно сказать, что минус на самом деле. И на себе ты ощущаешь эту влажность так, что очень душно. Ты все время такой, как будто мокрый, как будто вспотел, хотя еще даже не вспотел. Подпорки бивни, хобот слона. Здесь красивое место. Здесь любят в Индии вообще выставлять цветы. Мы еще в Мумбаи заметили, вот просто цветы в горшках. Куча целая выставлена. Там сзади заплесневелый мурал. Вот здесь интересно. Месси как Иисус на стене. А сверху сидит кошка. Кругом собаки. Собаки очень дружелюбные. Спят, наслаждаются прохладой наступившей. Справа какая-то частная вечеринка. Недавно там пели песни под гитару. У кого-то очень красиво по-рождественскому украшен дом. Ир, посмотри в окно, пройди. В окно посмотри. Там такое Рождество, не как в фильме «Один дома». Все в украшениях. Нет. Мы решили прогуляться по вечернему городу, посмотреть фасады. Это очень интересно. У этого здания очень красивый фасад, хотя я могу видеть отсюда, что у них нет стекол в окнах. Внутри какая-то хибара с вентиляторами. Ну, довольно простой дом с крышей, с дырявой причем. Но настолько классный фасад, просто невозможно. Машин больше всего в Индии Tata и Mahindra. Два бренда местных. Mahindra и тук-туки делают, и такие пикапы, и просто легковушки. И Tata тоже это автобусы, это грузовики, куча легковушек. Есть совершенно стрёмные автобусы, как будто им лет 50, которые на трассе тебя когда обгоняют, ты думаешь, что Jeepers Creepers едет. А есть прям современные, я видел Tata легковушку, она прям как Tesla была, даже, наверное, лучше. Полностью электрическая, очень крутая, такая футуристичная. И классно, что в Индии такая поддержка местного производства. Я смотрел в интернете, сколько стоят эти Mahindra и Tata. В принципе, ну, какие-то мне показалось, что вменяемые деньги. Вот эта машина Амбассадор, это местное производство, но их сейчас, по-моему, перестали производить.
новых я таких не видел. И все, где их использовали, там такси, прочее, сейчас уже не используют. Сейчас на другие, они сейчас на Сузуки пересели. И на такие, как у нас, машины, как у нас колесница Ганеша. А вот на таком амбассадоре я в свое время ездил, когда первый раз в Индию приехал в командировку. Меня везли на такой машине. Конечно, незабываемое зрелище. Вот это у нее бензобак тут. Класс. Их делали буквально, я был в начале 2000 каком-то году. Вот их до сих пор еще производили, мне сказали. Thank you. Thank you. Сейчас только что шли, и я видел, такая что-то большое летит, думаю, ворона. Потом подумал, что может орел. А потом, когда эта тварь села на дерево, мы поняли, что это летучая мышь, она огромная. Она... Вон она, господи! Вон сидит. Сейчас. Вон она летит, смотри, Ира. Господи! Мы все еще в Кочи. Я решил вернуться к использованию петличного микрофона, потому что послушал звук и обнаружил, что все-таки плохо очень записывается без него. Вообще ничего не слышно. Мы сейчас идем завтракать в кофейню. Мы, кстати, в новой одежде. Мы вчера купили рубашку, и вот у меня и у Иры местное производство. 1000 с небольшим рублей за штуку, очень классные. Натуральные краски. Идем в кафе Рафаэль, потому что Рафаэль такие места любит. Вот идем туда. Пить лавандовый раф. Вообще Керала славится тем, что это кофейный порт, и здесь кешью выращивают. Мы вчера купили огромный мешок кеши, килограмм 5, наверное, за 600 рупий. Да? Было два варианта. Один в... Как там мексиканский называется? Чили. Было два варианта кешью. Один вариант обычный кешью, а второй с перцем чили. Но мы решили с перцем чили не брать, потому что пока еще не готовы наши организмы к этому. Ира заметила, что когда бы ты ни встал, эти глаза все время смотрят на тебя. Проверяю. Немножко стрёмная тема. Интересно, как так сделали. Действительно, они смотрят прямо в глаза всегда. Эти глаза. Сверху на пальмах растут кокосы, они могут в любую секунду свалиться на голову или на машину. В этом такая есть опасность. Даже тут написано, что ставьте машины не под кокосами, а то упадет. Вот здесь. Ехали, не выдержали, решили остановиться, церковь посмотреть, классную такую, модерновую. И вот тут деревня коммунистическая, у всех серп и молот.
Ребят, самбо занимаются. Или это монахи, может? Вот, а мы хотим такую церковь посмотреть. Ё-моё. Красиво как Ир. Смотри. Вот это да. А, здесь кладбище. Вот как раз кладбище мы нашли первое в Индии. Мемориал парк называется. Мы развенчали в Индии первый миф о том, что в Индии грязно и ужасно. А сегодня мы развенчали миф о том, что в Индии не хоронят в землю покойников. И увидели, что в Индии есть кладбище. Мы попали в приключения, мы едем вот по этим вот типа как будто просто вдоль прудика. На самом деле справа вода, слева вода. Внизу лягушки сидят, куча комаров. Скорее всего, они малярийные. И мы просто... Лягушки прыгают. Мы просто едем по узкой полоске, я боюсь в воду упасть. С двух сторон вода, поля с водой. И мы пытаемся понять, как к отелю подъехать. Вот нам Google по этой дороге проложил маршрут. Я не знаю, как мы поедем ужинать в ресторан сегодня сырый. Я обратно по этой дороге не поеду. Ужас. Очень страшно.